Привет! Сегодня я буду строить военный КАМАЗ. Нет, не волнуйтесь, он не будет колесить простор Америки, как изображено на вот этом рисунке. Я сделаю его вполне исторически верным, и эта модель будет изображать военный транспорт во время очередных боевых действий на осколках СССР в 90-е годы прошлого века. Меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models, и мы строим КАМАЗ. Сборка модели от ТВТ – это в большинстве случаев приятный и быстрый процесс. И как обычно при работе над такой моделью я поделила модель на подсборки. И в данном случае это рама, кузов, тент, салон кабины и сама кабина. А окраску я начала с грунтовки рамы. Грунтую ее в черный цвет. И в таком черном грунте я ее и оставлю. То есть после процесса грунтовки я не буду дополнительно окрашивать ее в черный цвет. А купить модели грузовиков КАМАЗ, ЗИЛ и других можно в магазине «Модельная лавка». Там оперативно появляются новинки, а благодаря системе скидок можно неплохо сэкономить. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы получите скидку в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Черным цветом я пройдусь по внутренностям кабины, чтобы образовались тени. И также черным я пройдусь по нижним граням и покрашу в черную радиаторную решетку. И также загрунтую кузов грузовика. А также я рекомендую подписаться на другие мои ресурсы. Например, в группе ВК можно поделиться своей работой, а в Дзен выходят материалы, которых нет на других ресурсах. А благодаря телеграм-каналу вы не пропустите мой новый контент. Военных грузовиков КАМАЗ у меня скопилось довольно много, и давайте сейчас об этом поговорим. Самый первый мой КАМАЗ тоже был модель 4310, только эта модель была от фирмы ICM и в 35 масштабе. И тогда эта модель вызвала определенный интерес в кругах моделистов, ведь пластиковую модель такого культового для России грузовика еще не производили в пластике, и я не могла тоже обойти эту модель стороной. А серым грунтом я покрашу оставшиеся части кабины, и таким образом при помощи черного и серого цветов у меня получилось немножко поиграть с тенями, и базовый зеленый слой будет смотреться немного интереснее. Тему военных русских грузовиков продолжает фирма «Звезда», только обратите внимание, что линейка их КАМАЗов – это уже модернизированные машины. Кабина у них примерно такая же, но техническая часть несколько отличается. Например, российский КАМАЗ выделяется массивным бампером, который выходит далеко за пределы кабины. И у меня на стройке была такая модель, и видео о ней есть тоже на канале. И интересный четырехосный КАМАЗ служит в качестве шасси для зенитного комплекса «Панцирь». Я видела вживую такую махину, и зрелище просто впечатляет. А у меня всего лишь малышка в 72 масштабе. И, кстати, видео о работе над этой моделью почему-то вызвало немалый ажиотаж. Также в зеленый цвет я покрашу кузов КАМАЗа, а цветом хаки я окрашу тент, то есть цвет должен чуточку отличаться от базового зеленого цвета автомобиля. В 1981 году на Камском заводе началась сборка первой пробной партии пятитонной армейской серии 4310 6х6, ознаменовавшей выход на качественно новый уровень советской военной автотехники, которая постепенно стала завоевывать лидерство в вооруженных силах СССР и ряда союзных стран. После того, как КАМАЗ высох, я могу начать заниматься ручными работами, а в частности мне нужно прорисовать буквы КАМАЗ на передней части кабины. И буквы довольно мелкие, поэтому мне нужно работать кисточкой довольно аккуратно. А окраску огней автопоезда я выполню в два этапа. Вначале черным цветом я прорисую подложку, а потом оранжевым сами огни. И мне остается немножко поработать над агрегатами КАМАЗа. Я окрашу двигатель и коробку передач в металлический цвет. Серийное производство армейского грузовика КАМАЗ-4310 началось в 1983 году, когда на заводе вступила в строй вторая сборочная линия. Для непосвященных его появление оказалось очень неожиданным, но специалисты работали над этой машиной с конца 1960-х годов, параллельно с созданием всей грузовой гаммы КАМАЗ. Разработкой будущего военного КАМАЗа с 1969 года занимался московский завод ЗИЛ, приняв за основу опыт создания собственной бескапотной гаммы ЗИЛ-170, так и не увидевший конвейера. На следующий год появился первый прототип с индексом 4310 с опытным ярославским дизелем и кабиной от ЗИЛ-170. Его испытания провалились, и в 1974 году ЗИЛ представил модернизированный бортовой вариант 4310 с доработанным дизелем ЕМЗ-740 и сидельный тягач с армейским двухосным бортовым полуприцепом тентом. Методом сухая кисть я сделаю раму выразительней, и таким образом я выделю мелкие детали, а их на раме довольно много. Использую я белый цвет. Загрязняю покрышки. КАМАЗ у меня военный, а это значит в основном он ездит по бездорожью, а пылить покрышки я буду при помощи сухих пигментов.
Время смывки и смывкой я выделяю рельеф КАМАЗа, а излишки смывки я удаляю тряпочкой, чуть смоченной в White Spirit. После очередных доработок в 1978 году автомобили успешно преодолели весь комплекс государственных испытаний в 21-м НИИ и были приняты на вооружение при условии устранения обнаруженных недостатков и дефектов. С постановкой на серийное производство они обрели маркировку КАМАЗ, а силовой агрегат был переименован в КАМАЗ-740. По сравнению с гражданской продукцией, серийный армейский КАМАЗ-4310 внешне выделялся более высокой посадкой, всеми односкатными колесами и укороченной металлической грузовой платформой. От последних прототипов его отличали мелкие доработки кабины, например, одноцветная военная окраска, угловые защитные обтекатели по бокам фар и чуть расширенная вентиляционная решетка в правой части передней панели. Началом серийного производства новые дизельные бескапотные грузовики КАМАЗ-4310 очень быстро завоевали свое важное место в советской армии и во всей иерархии советской военной автотехники, расположившись между капотными автомобилями ЗИЛ-131 и Урал-4320, которые вскоре стали постепенно уступать им свое былое лидерство. Этому странным образом способствовало длительное время их проектирования, испытаний, строительства завода и организации массового выпуска. В результате при хорошо отлаженной советской приказной военной системе за 10 с лишним лет к новым КАМАЗам успели создать достаточно обширный ряд кузовов и надстроек. Бортовые машины выполняли свои традиционные функции по доставке военных грузов личного состава и буксировке артиллерийских систем массой до 7 тонн. Для перевозки специальных грузов автомобили 4310 и 43105 и прицепы к ним проходили до оборудования в соответствии с особыми требованиями к их хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным операциям. А методом масляных точек я придам КАМАЗу более грозный вид. И тут я использую масляные краски различных оттенков, но преимущественно спокойных и пастельных тонов. А растушевываю точки я широкой кисточкой, смоченной в White Spirit. Еще в советские времена самыми распространенными во всех видах вооруженных сил стали специализированные машины на шасси КАМАЗ-4310 с типовыми обитаемыми кузовами-фургонами, радиотехническими комплексами, различными мастерскими, цистернами и средствами технической помощи и другим оснащением. При этом на первых порах часть кузовов и надстроек просто переставляли на КАМАЗы с машин ЗИЛ-131 и Урал. На гражданском шасси 43105 обычно монтировали бортовые платформы для доставки грузов по дорогам общего пользования и кузова армейских вахтовых автобусов, а сидельный тягач 4410 служил для буксировки полуприцепов со специальным оборудованием. А во время подготовки к выпуску грузовиков КАМАЗ-4310 начались военные действия в Афганистане, за которыми последовала череда более или менее крупных локальных конфликтов. Эксплуатация в условиях постоянной опасности обстрела и подрыва автомобильных колонн привела к началу разработок специальных систем защиты серийных машин. КАМАЗы с такими системами заводского изготовления появились лишь в 1990-е годы, а во времена афганских событий их в срочном порядке собирали в полевых условиях непосредственно в зоне боевых действий. Поработаю над остеклением. Резиновые уплотнители я покрашу черным акрилом, а поворотники и задние стоп-сигналы я окрашу красками по стеклу. Такая самодельная локальная защита сводилась к навеске на кабину, кузов, моторный отсек и топливные баки плоских стальных бронелистов толщиной от 2 до 5 мм. В лобовых листах кабины имели смотровые щели, а в дверях и в кузове амбразуры для ведения огня. Такие импровизированные бронемашины спасли жизнь многим советским солдатам, но так и не сыграли важной роли в первых боевых конфликтах. А методом сухая кисть я пройдусь по кабине, кузову и тенту КАМАЗа, чтобы придать ему большего объема. А маркером от Gem Scale я окрашу отражатели передних фар, и в самом конце работы над моделью я пигментами загрязню ходовую часть.
И вот такой трудяга у меня получился. Он в меру потрепанный, но и достаточно ухоженный своим водителем. Надеюсь, вам понравилось это видео. А если так, то с вас лайк и обязательно подписка. Увидимся в новом видео на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что вы посмотрели это видео до конца.